就是现在！动手！ 100 реинкарнаций Сяо Янь, 100 жизней и столько же смертей. В этих вариациях жизни Сяо Яня он терял учителя навсегда. Он побеждал Хун Тяньди и становился богом, а также проигрывал Хун Тяньди и умирал. Он был женат на королеве Медузе или умирал от ее руки, еще будучи слабеньким экспертом. Прожив столько жизней, Сяо Янь получил опыт, который ни с чем не может сравниться. Выйдя из медитации, глаза Сяо Яня действительно пронзали других насквозь. Содержание их душ раскрылось под взглядом Сяо Яня. В тот момент, когда он посмотрел на них, это ощущение сильно беспокоило. Мало того, что его сила возросла до 9-го этапа почтенного воина 9 звезд, но и его душа закалилась. Что же Сяо Янь сделает с врагами из клана Хунь и Небесного Феникса? Хунь Юй и Цзю Фэн высвободили свою Доу Ци, когда Сяо Янь посмотрел на них. Каждый из них готовился атаковать. Но Сяо Янь улыбнулся. Если бы он столкнулся с ними двумя перед входом в древнее дерево Бодхисаттвы, он определенно должен был их опасаться. Но теперь этот страх полностью исчез, потому что нынешний Сяо Янь был абсолютно уверен, что сможет легко контролировать их обоих простым взмахом ладони. Новообретенная сила в его теле придала Сяо Яню это простое чувство. Хунь Юй и Цзю Фэн непроизвольно сжали кулаки. Они помрачнели и ощущали сильную опасность от нынешнего Сяо Янь. Сяо Янь перед Хунь Юем теперь был вторым человеком того же поколения, от которого он ощущал подобную опасность. Похоже, он стал другим человеком после тренировки под древним деревом Бодхисаттвы, воскликнул Цзю Фэн. Если бы он знал, что Сяо Янь испытает такую удачу, он бы не сдерживался при их первой встрече. Он бы убил его еще тогда, и теперь не испытывал бы подобных проблем. Тем не менее, Цзю Фэн не знал, что все присутствующие до сих пор бы проживали в иллюзии, если бы Сяо Янь не помог древнему дереву Бодхисаттвы и не устранил отрицательные эмоции темного бога. В таком случае каждый из них закончил бы тем, что стал марионеткой, вроде тех, которых они повстречали перед входом в древнее дерево. Зеленое свечение внезапно испустилось из дерева Бодхисаттвы. Группа Хунь Юй поспешно удалилась, увидев реакцию древнего дерева. Они уже испытали, насколько оно было страшным. Естественно, они не осмелились снова с ним сталкиваться. Тем не менее, мягкий звук снова и снова раздавался изнутри дерева Бодхисаттвы, и из него постоянно вылетало много изумрудно-зеленых светлых пятен. Наконец, эти светлые пятна оставались парить в воздухе, словно разбросанные феи цветы. Семена Бодхисаттвы! Все были поражены, увидев эти светлые пятна, и многие эксперты невольно восклицали вслух. Это на самом деле семена Бодхисаттвы. Группа Хунь Юя также с шоком смотрела на эти зеленые светлячки. Они никогда бы не подумали, что древнее дерево Бодхисаттвы подарит более 20 таких семян. Люди тут же начали хватать их, но Сяо Янь просто засмеялся, увидев действие группы Хунь. Он поманил рукой, и эти изумрудные светлячки словно ощутили призыв. Они уклонились от чужих рук, и все собрались в ладони Сяо Янь. «Спасибо тебе за подарок, брат Бодхисаттва». Сяо Янь повернулся и улыбнулся древнему дереву, схватив эти семена. После этого он щелкнул пальцем. Несколько семян в его руке вылетело и появилось перед Гусюнер, Цайлинь, Гуциньяном и остальными членами его группы. Те поблагодарили Сяо Яня за семена. Естественно, группа клана Хунь и Небесного Феникса ничего не получила. Эти действия Сяо Яня заставили их испытать ярость. В их глазах мерцало красное зарево. «Сяо Янь, да ты смерти ищешь!» Цзю Фэн наконец не смог контролировать ярость в своем сердце. Сяо Янь медленно повернул голову, ощутив намерение убийства. Его холодные глаза стали похожи на свирепого зверя, когда они опустились на Цзю Фэна. Цзю Фэн внезапно почувствовал холод на коже, когда Сяо Янь посмотрел на него. Только тогда он опомнился. «Мы вместе вошли в древнее дерево Бодхисаттвы и преодолевали препятствия. Тем не менее, ты не отдал нам ни одного семени Бодхисаттвы. Разве ты не слишком предвзят?» Сяо Янь рассмеялся, услышав это. «Предвзят? Боюсь, ты не о том думаешь. Ты ведь должен помнить о нашем первом разговоре, верно?» Сяо Янь ясно понимал, что если бы его сила не сдерживала Цзю Фэна,
то скорее всего тот бы атаковал и насильно выхватил все эти семена Бодхисаттвы у него из рук. Предвзят? Такими словами защищались те, кто был слаб перед лицом настоящей силы. Уголки глаз Дзюфена дернулись, намерение убивать, которое он уже не мог подавить, захлестнуло его сердце. Но ему повезло, что он сохранил рациональность ума и сразу не напал. Вместо этого он повернул голову и обратился к Хуньюю. Независимо от того, насколько тот был расчетлив, Хуньюй с трудом подавлял свою ярость и жажду крови. Он велел Сяояню отдать 8 семян Бодхисаттвы клану Хунь и племени Небесного Феникса, чтобы избежать конфликта. Сяоянь раскрыл руку, и перестало еще 11 семян в его ладони. Если бы он отдал им 8 семян, у него осталось бы только 3. Сяоянь не пошел бы на это. Кроме того, эти семена Бодхисаттвы обладали таинственным эффектом и повышали шансы на успешное продвижение в уровень святого. И семя также использовалось для приготовления пилюли Бодхисаттвы. Это пилюля 8 ранга, которая вызывала 9-цветную молнию пилюли, и поэтому могла заставить многих почтенных воинов сойти с ума. Если бы он отдал им эти семена Бодхисаттвы, эти две фракции возможно получат шанс, что в ближайшем будущем у них появится еще больше святых. Как мог Сяоянь создать себе могущественных врагов без причины? С характером Сяояня он, естественно, не сделал бы что-то настолько глупое, поэтому он покачал головой. «Я отказываюсь». И вот, после этих двух простых слов Сяояня все завертелось. Хуньюй резко велел всем атаковать Сяояня. Эксперты из клана Хунь и племени Небесного Феникса одновременно и не сдерживаясь высвободили свою доуци. Они быстро окружили группу Сяоянь. Гу Сюнэр забеспокоилась. «Хуньюй, ты действительно планируешь начать большую войну между кланом Гу и кланом Хунь?» Что же ответил Хуньюй? Что его клан Хунь никогда не боялся клана Гу. Они просто не трогали их так долго, предоставляя немного больше времени. Кроме того, Сяоянь уже давно был их целью. Имя Сяояня уже довольно хорошо известно в его клане, ведь даже 4-й Тяньцзун не смог с ним справиться. Теперь бездействию пора положить конец. После этих слов из его тела вырвалась плотная черная доуци, распространившаяся во все стороны. Группа Гу Сюнэр тут же ощутила мощное давление. Все понимали, что Хуньюй входил в тройку сильнейших среди молодого поколения клана Хунь, и справиться с ним было непросто. По его приказу разгорелось сражение. Эксперты Хунь и Фениксов устремили свои атаки на союзников Сюнэр. Однако их группа не дрогнула, их сила не уступала противникам. Гу Сюнэр предложила Сяояню самой заняться Хуньюем, но он отказался. Сяоянь знал, что уже до тренировки в древнем дереве Бодхисаттвы мог одержать победу над Хуньюем, а теперь, после возросшей силы, превосходил его полностью. Его товарищи займутся Дзюфеном и остальными, а сам Сяоянь с улыбкой шагнул вперед. Все со страхом отступили, оставив его лицом к лицу с Хуньюем. Битва Сяояня против Хуньюя. Каковы ваши ставки? Большое спасибо за просмотр, а также благодарность за более 2000 лайков под прошлым видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий ролик. Ставьте лайк и всем пока.